Чего на самом деле боится Кремль? Трамп говорит Путину «хватит», Китай пытается отмазаться от скандала. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Азербайджан сдал уклониста. Россия ловит беглецов даже за границей. Казахстан готовится к геополитическому перевороту и положил глаз на ископаемые другой страны. Вы удивитесь. 150 тысяч пакистанцев в Беларуси. Пропаганда угрожает уголовными делами за критику новых друзей Лукашенко. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Трамп обращается к неопределенному Владимиру и не в восторге от российских ударов по Киеву. Первый кирпичик стены доверия к Путину, кажется, начинает падать, но это не точно. Я не в восторге от того, что Россия бьет по Киеву. Это было не нужно и в ужасное время. Владимир, хватит. Каждую неделю гибнет по 5000 солдат. Давайте уже заключим мир. Пора заканчивать. Владимир Зеленский, к примеру, говорит, что Россия такими ударами давит именно на Вашингтон, а не на Київ. Ми все робимо, що пропонували партнери, тільки те, що суперечить нашому законодавству і Конституції, ми не можемо робити. І це зрозуміло, бо навіть боротьба за незалежність нашої держави, за наш суверенітет і за територіальну цілісність – це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі і абсолютно прозорі. А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права і тисне на наших людей. Тисне і на Америку. Владимир Путин ничего не говорит. Вместо него говорит Дмитрий Песков, отвечая на вопрос своих же журналистов о том, могут ли такие массированные удары по Украине, как минувшей ночью, отразиться на процессе мирного урегулирования. Украинская сторона продолжает свою пропаганду. Наши военные продолжают специальную военную операцию. Вы знаете, что имело место пасхальное перемирие. Оно завершилось, оно закончилось. Но если и это никак не убедит американскую администрацию, то вряд ли что-то вообще сможет. В целом, об изменении в видении ситуации американскими политиками поговорили с Олегом Лесным, украинским политологом. Соединенные Штаты одно время не видели даже Украину за столом переговоров. В Париже они видели всех, и Европу, и Украину. Это интересное изменение в работе Соединенных Штатов в кейсе Украино-российской войны. То есть, как говорят психологи, Соединенные Штаты не вывозят сами, и поэтому должны подключить еще одного игрока. Это один из моментов. Понятно, что это не понравилось России. То есть, на самом деле, обидно, опять же, за Трампа, потому что он не услышал от российской стороны следующего. Вот как я его перевожу, да, из российского, скажем так, новояза на то, что понятно было бы Трампу, что к 100 дням никаких успехов у тебя не будет. 3 страха, которые держат Кремль в напряжении и ставят под угрозу власть, назвали в украинской разведке. И это не внешний враг, а угрозы внутри страны, которые могут привести к ее расколу. По словам заместителя начальника ГУР, это дестабилизация режима и смена власти. Ведь дестабилизация внутри самой России очень опасна для власти, потому что это большая территория и многонациональная страна. Третий вызов – не допустить раскола или развала РФ, то есть сохранить ее такой, какой она есть. И эти угрозы они считают внешними и в информационном, и в военном аспекте. Именно поэтому они выступают против вступления Украины в НАТО, поскольку они видят это реальной угрозой для своей территориальной целостности. На словах Кремль часто заявляет, что готов к любой угрозе снаружи, но на самом деле именно внутренняя нестабильность и раскол внутри России – вот что они воспринимают как главные опасности. На самом деле их экономика катится к такому депрессии, да, у них есть серьезные проблемы в регионах, там падение промпроизводства в Дагестане на 30%, серьезные проблемы в Кузбассе, закрытие шахт, начало кризиса в металлургических регионах, это Вологодская область и Липецкая, да, то есть у них внутренние проблемы начинаются. Теперь вопрос, какие сценарии развития событий заставляют Кремль нервничать? Как думаете вы? Пишите в комментарии. Ответ на этот
этот вопрос, возможно, мы узнаем очень скоро. Ну а пока давайте проверим ваши версии. Ну а в Кремле признают свой главный внешний страх – это введение западных миротворцев в Украину. Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне. Китай не собирал личные данные пользователей через приложение DeepSeek, официально заявили в Пекине. Южная Корея обвинила китайский стартап в передаче данных пользователей без их согласия, когда приложение еще было доступно для скачивания. На фоне глобальных опасений по поводу конфиденциальности китайские компании снова оказались под прицелом. Правительство Китая придает большое значение конфиденциальности и безопасности данных и защищает их в соответствии с законом. Оно никогда не требовало и не будет требовать от компаний или частных лиц собирать или хранить данные незаконным способом. В то же время Китай будет твердо защищать законные права и интересы китайских компаний. Ответа от DeepSeek до сих пор нет. Между тем, еще в феврале Южная Корея заблокировала новые загрузки приложения после того, как стартап признал, что нарушил местные законы по защите данных. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Бежал от фронта и попал в руки ФСБ. Азербайджан сдал России уклониста. 27-летний Сатим Савлатов, гражданин России и Таджикистана, пытался спастись от участия в бойне, но оказался в цепких руках российской прокуратуры. Савлатов служил в спортроте, но после начала полномасштабного вторжения его отправили в зону боевых действий. Один боевой выезд, и он понял, выживать важнее, чем служить родине. Бросил все и ушел. Сначала прятался в России, потом попытался уехать и оказался в Азербайджане. В январе его задержали и теперь экстрадировали в Россию. Не надо совершать таких опрометчивых шагов, не надо лететь в первую попавшуюся страну. Лишний раз лучше проконсультироваться. Условно, даже в Казахстане есть правозащитники, которые могут помочь. У нас есть их контакты. В Азербайджане просто базы такой не существует. Это тревожный сигнал для всех, кто надеется пересидеть за границей. Даже страны, не входящие в ОДКБ, начинают сдавать уклонистов Кремлю. Что будет с Савлатовым теперь, несложно догадаться. Дело по дезертирству и почти гарантированный срок, а там, возможно, и дальнейшая отправка обратно на фронт. Главный вопрос: могут ли теперь россияне вообще чувствовать себя в безопасности за границей? Как думаете? Пишите свои ответы в комментариях. Казахстанские геологи прибыли в Афганистан, чтобы взять пробы с потенциальных месторождений полезных ископаемых. Это произошло за неделю до визита министра экономики. Специалисты отобрали 130 килограмм проб руды в провинции Нуристан с потенциальных месторождений с содержанием бериллия, свинца и цинка. После получения результатов казахстанская сторона готова приступить к более глубокому формату переговоров для дальнейшей разработки месторождений. Тем временем на прошлогоднем форуме в Алматы Казахстан и Афганистан подписали дорожную карту по увеличению товарооборота до $3 миллиардов. Пока основная статья торговли — продукты питания, но горнодобывающая промышленность явно станет важной частью этих отношений. Смотрите, товарооборот у нас там действительно, на удивление, оказался в 2022 году очень высокий, порядка 1 миллиарда, там буквально несколько миллионов не хватало для того, чтобы округлить эту цифру. И второй момент, вы знаете, у нас там действительно в товарообороте превалировал как раз вот казахстанский экспорт над импортом. Причем, скажем, вот этот разрыв, он очень был большой, и это все говорило о том, что внутренний афганский рынок, он очень, в общем, как бы потребители, они очень интересны для Казахстана. Ну, что такое 1 миллиард, вы сами поймете, у нас иногда с Кыргызстаном получалось 1 миллиард, да, тут неожиданно получилось со страной, которая буквально недавно закончила гражданскую войну. 150 тысяч пакистанцев, которых Лукашенко пригласил в Беларусь, еще не приехали, но ситуация вокруг них уже взорвала соцсети. Пропагандисты уверяют, что все под контролем, но люди в панике. Обсуждения и страхи начали распространяться сразу после такого анонса, а власти начали угрожать так называемым провокаторам уголовной ответственностью за негативные комментарии. Максимум, что у нас было, мигранты из стран постсоветского пространства. Они говорят по-русски, мы понимаем друг друга. У нас общий бэкграунд. На улице их не очень-то определишь как чужих. А здесь предполагается массированная интервенция людей, которые будут определяться как чужие уже по внешнему виду.
Мало кто в Беларуси сталкивался с мигрантами из стран, отличных от СНГ, а когда речь идет о людях с другой культурой и религией, это только усиливает страх, считает социолог. Власти же вместо диалога быстро перешли к угрозам, подавляя мнение тех, кто против миграции. И мы уже видели в сети, если кто не видел, может найти в нашем телеграм-канале, видео извинения за комментарии о пакистанских мигрантах в Беларусь. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.